Добро пожаловать на мой канал, где мы с вами говорим о том, как поддержать свое здоровье без химических лекарств. И сегодня мы с вами поговорим о пребиотиках, пробиотиках, микрофлоре нашего кишечника и также о клетчатке. Оставайтесь со мной до конца. Меня зовут Виктория Андерсон. Я датский нутрициолог, диетолог и автор книги «Гармония счастья через осознанное питание». Большинство людей отдает предпочтение животным белкам, а не растительной клетчатке. Клетчатка – это пищевые волокна, которые относятся к подклассу углеводов. Клетчатка, она бывает растворимой, нерастворимой, и она является любимой пищей наших добрых, хороших бактерий, которые у нас находятся в нашем кишечнике. И таких бактерий у нас, у каждого человека, около 50 триллиардов. Неимоверное количество, но каких бактерий, конечно же, нам нужно желательно иметь большинство хороших бактерий в нашей микробиоте. Клетчатка, она не расщепляется в верхних отделах желудочно-кишечного тракта. Она расщепляется благодаря этим самым добрым нашим друзьям бактериям. То есть она содержится в цельнозерновых крупах, во всех фруктах, в овощах. И когда мы что-то с вами съедаем, наши добрые бактерии начинают объедать вот эту вот кожуру, допустим, с цельнозернового риса или же с цельнозерновой овсянки. И после того, как бактерии объедают вот это вот самое зернышко, наш рис делается, как бы, образно говоря, углеводом. И тогда уже наши углеводы, так же как и белки и жиры, они расщепляются благодаря ферментам, которые выделяет наша поджелудочная железа. Чем хороша клетчатка? Клетчатка великолепна тем, что все продукты, в которые она входит, они стабилизируют сахар в нашей крови. То есть не будет у вас вот этих инсулиновых горок. Также все продукты с клетчаткой обладают невысоким гликемическим индексом. То есть если мы будем есть с вами клетчатку, мы не будем набирать лишние килограммы. Клетчатка стимулирует рост и развитие нашей микробиоты. Благодаря клетчатке в нашем организме выделяются такие витамины, как витамин К, посмотрите это видео, и также витамины группы В. Благодаря клетчатке наша иммунная система укрепляется. Почему? Потому что когда у нас много хороших бактерий, эти самые бактерии строят, как бы сказать, такую стену, отвечает за иммунитет, потому как 70% иммунитета у нас находится в нашем кишечнике. И если у нас иммунная система плохо работает, иммунитет занижен, то мы с вами начинаем, к сожалению, болеть. За счет чего это происходит? Когда у нас много хороших бактерий, они как бы строят такой барьер. Именно бактерии строят слизистый барьер в нашем кишечнике, за пределы которого не могут попасть никакие патогены. То есть если у нас хороший, плотный вот этот слизистый барьер, то мы с вами имеем прекрасное здоровье и не болеем. Ну а если в нашем кишечнике недостаточно хороших бактерий, а преобладают эти самые плохие, то, естественно, мы начинаем с вами болеть. Клетчатка поддерживает слизистую нашего кишечника, она также улучшает нам настроение, потому как гормон серотонин вырабатывается именно благодаря клетчатке. Клетчатка бывает растворимой и нерастворимой. Растворимая клетчатка, уже само слово за себя говорит, она растворяется и преобразуется в такую гель. Где мы можем найти вот такую растворимую клетчатку? Ну, это, естественно, семя льна, семя чио, это псилиум, также овсянка долгой варки. Она также делается вот этой слизью, которая обволакивает стенки нашего кишечника и питает наши хорошие бактерии. Легко запомнить.
Растворимая растворяется и кормит. Но также у нас есть еще и нерастворимая клетчатка, которая тоже логична. Она не растворяется, а она чистит наш кишечник. Она как щетка, она жесткая. И эта самая нерастворимая клетчатка, она находится в большинстве продуктов растительного происхождения, то есть это в овощах, во фруктах, в зелени, во всех тех фруктах, к примеру, если мы возьмем апельсин, там, где есть вот перегородки, вот это вот и есть эта самая клетчатка, или помидор мы разрежем и посмотрим, вот эти вот, поэтому очень важно есть много фруктов и овощей, а тем более сейчас, когда у нас на дворе лето и все у нас под рукой. И в течение лета мы должны с вами как можно больше съедать этой самой клетчатки, потому как она сейчас в сезон фруктов и овощей просто витаминная кладезь. Теперь давайте перейдем к пребиотикам. Как мы уже поняли, пребиотики – это пища для наших хороших бактерий. Есть еще и пробиотики. Пробиотики – это и есть те самые хорошие бактерии, которые у нас живут и за которыми мы должны бережно ухаживать. И есть клетчатка. Клетчатка – это и щетка, и еда одновременно. Пробиотики – это наши бактерии хорошие, которые нужно подкармливать. И мы их можем подкармливать за счет таких продуктов, как кефир, натуральный йогурт без каких-либо добавок и, конечно же, все ферментированные овощи. Это самый лучший пробиотик, естественно, натуральный. Вы, наверное, очень часто слышали от своих врачей после какой-либо ангины или же гриппа, что вам необходимо пропить курс пробиотиков. Вы идете в аптеку, покупаете эти самые пробиотики, которые искусственно выращенные бактерии. Пусть они даже и хорошие, но они никогда в жизни у вас в кишечнике не находились. И вопрос, принесут ли они вам какую-либо пользу. Поэтому лучше всего именно пробиотики делать самому в домашних условиях. Это квашеные овощи или же покупать те кисломолочные продукты, о которых мы только что с вами поговорили. И я всегда считаю, что все же лучше подкармливать наших родных, добрых, хороших бактерий, которые у нас уже есть, чем потом каким-либо образом подселять к ним другие искусственно выращенные. Так что, мои дорогие, пожалуйста, кушайте зелень, фрукты, ягоды, овощи, все цельнозерновые крупы, совмещайте все виды клетчатки, растворимую и нерастворимую, и будет вам счастье. Увидите, вы будете лучше ходить в туалет, у вас не будет запоров, у вас настроение будет улучшаться, вес начнет уходить, если он у вас есть, этот лишний вес, у вас появится энергия, и вы будете очень рады своему внешнему виду. Но главное совмещать эти два вида клетчатки и, конечно же, подключить еще помимо этого питания и хотя бы пешие прогулки. То есть активность должна присутствовать в нашей жизни. И еще один хороший совет. Если вы приступаете к трапезе, всегда начинайте есть с салатов, то есть с этой самой клетчаткой, которая замедлит процесс пищеварения и принесет вам огромную пользу. Мало того, клетчатку уже очень тяжело жевать, то есть у вас уйдет время на то, чтобы вы постепенно пережевывали те же самые листья салата, зелень, шпинат или что у вас в вашей тарелочке. И благодаря клетчатке вы еще научитесь тщательно пережевывать пищу. Это будет великолепная привычка в вашем обиходе, в вашей повседневной жизни. Чем лучше мы пережевываем пищу, тем лучше она будет усваиваться нашим организмом. Дорогие мои, я очень быстро, коротко и, мне кажется, очень-очень понятно объяснила вам значимость клетчатки, и я надеюсь, что после этого видео вы непременно измените свой подход к продуктам питания. Будьте все здоровы, счастливы, живите долго
Мира вам всем! С вами была Виктория.